Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня для вас обзор моей любимой блузы. Вот вы видите, она на мне. Блуза с оригинальным ярким рисунком, космическая абстракция, рисунок, который поднимает настроение мне и окружающим. Вы не поверите, друзья, на отдыхе увидела парео 1,5 метра квадрат с таким чудесным рисунком. Ну и, конечно же, не смогла пройти мимо. Приобрела и соорудила себе такую блузу. Ну, она у меня хороша не только своим ярким рисунком, но и оригинальным рукавчиком. Вот вы видите рукавчик. Это не просто расширенный к низу и собранный на сборку. Это сборки здесь никакой нет. Здесь вшит круг двойной, вот такой необычный манжет, который в форме четкого круга, такая тарелочка, которая входит в расширенный низ рукава и держит форму, завершает его. Вот такой оригинальный рукавчик. Я захотела вам показать эту интересную деталь. Также, чтобы он был более выразительный, я специально сделала макет для вас. Макет из однотонной ткани. Это сорочечный катон. И вот именно в такой ткани и нужно отрабатывать эту идею такого оригинального рукава. Вы видите, насколько красиво он держит форму, мягко лежит. Причем здесь у меня 2 слоя этот манжет. Я их не проклеивала, то есть он сам себя несет. Вот за счет этого шовчика, соединяющего рукав и круг, вот все так красиво смотрится. Может этот рукавчик вписаться в любое платье, рубашку, блузу. Поэтому мне и захотелось вас сегодня порадовать вот такой своей оригинальной вкусной идейкой. Мы сейчас с вами на столе разберем и крой этого макетного рукава, и схему блузы. Ну, блуза, вы видите, простая. Здесь рисунок и оригинальный рукав, выточная основка, вшивной рукавчик, который я раздвинула к низу, и цельнокройная стойка хомут. Ткань, это, я думаю, что это штапель натуральный, приятный к телу, мягенький. Блуза на час. Поверьте, вот такой манжет сделать намного проще, чем вырабатывать обычный классический манжет с разрезом, с пуговичками. А здесь все быстро, просто и оригинально. Сейчас вы в этом убедитесь. Пожалуйста. Разложила выкройку на ткани, обычный вшивной рукав, раздвижка по низу 58 сантиметров. Донышко этого рукавчика, или можно сказать такой необычный манжет в рукавчике. Длина окружности вот этого круга 56 сантиметров, а рукавчик внизу 58, то есть должна быть легкая посадочка. Вот в этой части у меня на мой круг верхний рукавчик, он слегка припосаживается. Этот манжет состоит из 2 слоев, которые один другой обрабатывают. И вот эти 2 круга я сейчас и вырежу. Здесь диаметр наружный 17 сантиметров, а внутренний диаметр 7 сантиметров. Плюс припуски. Но опять же, рукавчик может быть больше, меньше, то есть это все уже индивидуально. Ну, на моей блузочке вот такие размеры. Сейчас я вырезаю. Я подобрала для макетного рукава сорочечный катон.
И в этой ткани он однотонный. Наш рукавчик, эта идея будет максимально красиво смотреться. То есть можно сделать белую блузу с такими рукавами. И будет этот рукав внизу держать форму. Вот я вырезала один круг. Теперь непосредственно мой рукавчик. И пошло расклешение рукава. Второй круг. Ну вот конкретно для сорочечного катона нет необходимости проклеивать этот наш такой оригинальный манжет или донышко нашего рукавчика. Но если ткань потоньше, то, допустим, креп-шифон, то можно один слой и проклеить. Тогда предварительно нужно вырезать круг чуть больше, чтобы проклеить, а потом уже окончательно подкорректировать. Вот мы имеем два круга, и теперь нам нужно вырезать. Я вот их совместила между собой, и как раз направление обязательно долевую нужно указать. Можно сколоть это все, чтобы оно не сместилось. Вам может показаться, что дырочка маленькая, но главное тоже здесь не переборщить, чтобы не была она слишком большой. То есть, чтобы проходила рука. Ну вот сейчас, вот я показала, видите, уработается припуск, и рука будет легче проходить вот в это отверстие. Вот два слоя, и уже эта тарелочка держит форму. Так и хочется сделать белую блузу с такими шикарными рукавами. Два слоя я вырезала, и нужно будет прострочить вот здесь аккуратненько. Можно на лапку, можно на сантиметр. И потом можно дать небольшие рассечки. Это все вывернуть и отутюжить. Ну, я докраиваю свой рукав. Так, вот вы видите расклешение, и как раз ширина рукава вот этого вот колокола будет соответствовать длине окружности моего манжета. Сейчас мы все это я сошью и покажу вам следующий этап обработки. Вот заготовлю эту деталь. Швы придадут ей жесткости. Такой как бы каркас появится. И вот увидите уже готовый вариант. Ткань, сорочечный катон, он в принципе плотненький, поэтому можно его один слой проклеить, но я решила не проклеивать. Мне кажется, что достаточно вот именно своей естественной плотности. А на своей блузочке я проклеивала один слой из вот этих вот двух тарелочек. Заготовила детали, сострочила два круга между собой, сделала надсечки, чтобы его удобно было вывернуть. Вывернула и разутюжила. Два слоя. И теперь мне нужно вшить вот этот кружочек. Ну, здесь уже совсем все просто. У нас есть направление надсечки по долевой. И, соответственно, делим наш рукав. Вот у меня надсечка есть. И можно еще, чтобы равномерно он вошел, и еще сделать так. Ну и на рукавчике тоже совмещаем надсечки и перегибаем. Сейчас нам нужно вывернуть наизнанку и соединить. Ну, здесь на круге у нас нет никаких швов поперечных, поэтому без проблем
мы все это аккуратно так соединяем. Все, и можно делать строчку, обрабатывать швы оверлочком, и здесь тоже оверлочком все обработать. Так как этот шов будет внутри, поэтому вовнутрь запаковывать между двух слоев нет необходимости. Все, пошла на машинку. Перед вами схема моей блузы туники. Первоначально это был удлиненный вариант, потом я ее укоротила. Вы видите полочка, спинка со сгибом и полочка и спинка. Я сделала цельнокроенную стойку хомут и указала ее размеры, так чтобы могла пройти голова. Стойку я сделала высокую для того, чтобы был подворот. И я делаю двойной подворот для жесткости. Иногда мне хочется, чтобы она была высокая и мягко лежала. Иногда я делаю двойной подворот, и она проходит такой вороночкой, валиком. Ну, здесь понятно, что это основа с выточкой. Также обычный вшивной рукав с раздвижкой. Раздвижку я сделала внизу рукава на длину 56 сантиметров. То есть вы свой рукавчик разрезаете в 3 местах и раздвигаете равномерно, чтобы у вас внизу было 56 сантиметров. Но опять же, длина может быть низа разная в зависимости от окружности нашего манжета, нашего донышка этого рукавчика. Поэтому смотрите уже сами, эти размеры регулируйте. И я показала в масштабе 1 к 1 этот мой манжет. Вот вы видите радиус маленького круга и большого. Это линия притачивания к рукаву, а это непосредственно отверстие для входа руки. Таких кругов необходимо 4 штучки. Это в половинном размере со сгибом, но мы вырезаем четко 4 круга без подрезов. Все на схеме понятно. Вот этот наш круг у меня получился из сорочечного катона. Прекрасно держит форму рукавчик, и я даже не стала разглаживать место соединения манжета и рукава, чтобы он был вот именно таким пухленьким. Рука свободно проходит. Вот было вырезано с радиусом 3,5 сантиметра. Это готовый вид, необходимо дать припуск. И вот без проблем проходит рука. Можно, у кого тоненькие ручки, можно даже и меньше сделать, ну или соответственно больше. Вот такая идея интересного решения рукава сегодня для вас. Этот рукав можно использовать не обязательно вот в подобном фасоне, можно и в блузах, рубашках, то есть в различных других моделях. Ну вот, захотелось с вами поделиться этой своей находочкой. Надеюсь, она вам придется по душе. Мы с вами все рассмотрели на столе, рассмотрели на мне блузу, мой рукавчик, а также вы увидели мои брючки. Брючки я делала по ним подробный мастер-класс, по ссылочке вы можете посмотреть. Брючки стали любимыми, проверила их, ношу. Они как раз сейчас по погоде. Получаю комплименты. Нигде ничего не растянулось. Выкройка себя оправдала. Брючки шьем, блузочки шьем, украшаем себя, близких, поднимаем настроение, создаем
праздник. Я надеюсь, что вас вдохновило на создание такой блузы. Ну, не знаю, как вас, себя так точно захотелось пошить белую блузу с воротничком на планочке и вот с таким рукавчиком. Что ж, пишите в комментариях ваше мнение. Мне всегда очень приятно читать ваши комментарии. Я вам благодарна за вашу высокую оценку, признание моих идей. Жду их с нетерпением после каждого видео. Ну и, конечно же, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой творческий канал. До скорых встреч! Буду вас радовать своим креативом. Пока-пока!